Вот так вот. Веник окончательно оборзел. Да, и вас никто не спросит. Не приведи бог. Круто, круто, хозяин. На ком женат Владимир Путин? Какая нахуй Алена? Когда у вас был последний секс? Охренеть. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы один из главных исследователей Владимира Путина среди всех, кто живет в России. В это воскресенье Путин станет руководителем страны в 5-й раз. Вы этому рады или огорчены? Как наблюдатель я могу не радоваться, не огорчаться. Но на самом деле скорее огорчен, чем обрадован. Потому что я не думаю, что возникнет новый Путин. И, следовательно, мой объект наблюдения будет старым. Не очень интересно. Вам Путин надоел? Нет, он меняется. Есть много разных Путинов на самом деле. Если его внимательно наблюдать, как любой человек, он меняется. Я его знаю сколько, 20 лет уже, да? 20. Так, вы не раз говорили, что нами за эти 18 лет правило несколько разных Путинов. Да. Сколько? Я думаю, что, пожалуй, 3,5. Давайте вот эти градации назовем. То есть, когда был первый и что это был за Путин? Первый Путин был наследником 90-х, вышедший из 90-х, со всеми малиновыми пиджаками и золотыми цепями. Он был наследником Ельцина, он продолжал как тормозной путь, знаете, ельциновские реформы, да, и он пытался договориться с миром на условиях Ельцина года до 2003-го, пока ему не показалось, что все это обман, все это морок. И затем он стал возвращаться в свою истинную натуру, в какой ему комфортно. Путин брежневский офицер. Трудно объяснить вашей аудитории, что такое брежневский офицер. Ну, мы понимаем. Но это человек, который вот враги, вот друзья, вот вокруг нас вражеское окружение, вот они всегда наши родовые враги, племенные враги. И ему комфортно в этом. Да, потому что это отражает его образование, его мнение, так я думаю. И он пришел вот во втором своем сроке, во второй своей каденции, он к этому пришел. Там Мюнхенская речь, его война с Грузией, его... Потому что это все Советский Союз. И затем, даже когда была Медведевская интермеция, все равно он был такой. И, наконец, третий Путин — это Путин реакционер, реакционный, реставратор, человек, который понял, как я понимаю, что то, что было сделано до того, за 20 лет, это неправильный путь. А правильный путь — это то, что было до начала перестройки, до начала трансформации, до Советского Союза. Надо строить империю. Надо строить империю, это правильно, это лучше для всех, это лучше для мира, потому что когда две империи, Соединенные Штаты и Советский Союз, она же Россия, стоят как на двух ногах, мир более устойчив. Поэтому нужно построить империю, договориться со Штатами, и все будет окей. Вы отличный прогнозист. Вы, если я ничего не путаю, предрекали и войну на Донбассе, да, и присоединение Крыма задолго до. Более того, вы предсказали президентство Медведева, когда было неясно, кто же станет наследником Путина. Давайте сейчас прогноз процентов. Какое количество процентов наберет Путин на выборы? С кем по цифрам понятия не имею. Предположу, что это будет 2/3, 66 вокруг. Вот так, приблизительно. Но это не имеет никакого значения для него, что самое главное. Для него не имеет значения. Для него, как я понимаю, имеет значение, как проголосует Крым. Вот как проголосует ни Москва, ни Петербург, ни Липецк, ни Грозный, прости господи. Крым. Потому что если Крым проголосует хорошо, это значит второй референдум. Вы можете сказать, секундочку, я привел Крым, вернул Крым в империю. Посмотрите, люди второй раз уже через 4 года отдали мне 80, 85, 75% голосов. Я думаю, что для него это принципиальная история. Крым, а не Москва и не Петербург. Что нас ждет в ближайшие 6 лет? Ну, если все катится, как катится, если ничего не случится, я думаю, что мы будем в более изолированной ситуации. Я думаю, что будут приняты законы, ограничивающие интернет и распространение информации в интернете. Я думаю, что пятая колонна превратится в пятую колонку. Людей, как мы видим, сажают за репосты, за лайки, да? То есть будет зажиматься, я так думаю. И изоляция внешняя, конечно. В каком-то виде будет экзотическом. Я не знаю, но я предполагаю, что будет хуже, а не лучше. Правильно ли понимать, что Путин будет стремиться удержать власть пожизненно?
В моем представлении он будет стремиться удержать власть пожизненно из-за двух обстоятельств. Одно старое – это обстоятельство безопасности. Да? Это вот если я уйду, кто гарантирует безопасность мне и моей семье? В узком смысле слова и в широком смысле слова. Кто гарантировал ее Ельцину? Он. Путин Владимир Владимирович. Так. Он. Но если бы было только это обстоятельство, его можно было обойти. После Крыма возникло второе обстоятельство. До Крыма я никогда не слышал, чтобы Путин говорил о своей миссии. Серьезно. Вот что-то я должен такое оставить. Он говорил о том, вот как ты думаешь, меня спрашивал, как ты думаешь, вот в учебниках истории, что будет написано о первых 2 годах? Это был 8-й год, мы с ним сидели, была после войны в Грузии, он говорит, вот как ты школьный учитель Где вы истории? сидели? Ну, там, в Сочах у него. Был главный редактора, потом он меня позвал, мы сидели, что-то много разговаривали про Грузию. Одного позвал. Да, много разговаривали про Грузию, и он меня спрашивает, как ты думаешь? Я говорю, а он уже премьер-министр, то есть 2 срока, и дальше непонятно что. Вот в школьных учебниках я ему сказал, знаете, Владимир Владимирович, ну вот честно говоря, вот если так подумать, то попытка ваше объединения Белой и Красной Церкви. И он мне сказал, вы даже не помните про это, вот. И он мне сказал, и это все? Я говорю, а что, в школьных учебниках не пишут «Россия встала с колен»? Не пишут. И после Крыма, да, это был тогда 8-й год, и после Крыма понятно, что Крым попадет в школьные учебники. Возникла миссия восстановления, объединения, соединения Российской империи, русского мира, неважно чего, СССР, да, и эта миссия не выполнена, и пока она не будет выполнена, он не уйдет. Но поскольку она никогда не будет выполнена, потому что такие миссии не имеют конца. Вообще, где мы остановимся? В Сирии, в Африке, где мы остановимся? В Канаде, где мы остановимся? Где еще русский мир? В Нью-Йорке, да? То я думаю, что соединение с безопасностью и вот этот самый русский мир, да, или миссия, оно не даст ему возможность уйти. То есть вы сейчас, по сути, признаете, что Крым был возвращен для того, чтобы Владимир Путин попал в учебник? Ну, я думаю, что это следствие. На самом деле, конечно же, это не так, потому что я думаю, что идея об этом возврате возникла где-то в 2008 году, и, наверное, были сделаны планы, как положено Генштабу, и когда власть в Киеве рассыпалась, упала во время Майдана, упала, Путин считает, что он подобрал. Вот оставался бы Янукович, неизвестно, вернулся бы Крым. А тут вот так сложилось, так звезды сошлись. Так удачно произошло, без единого выстрела, там несколько выстрелов было, наверное. Вот взяли свое, и это вернули свое. И, конечно, это я признаю, что это будет написано в школьных учебниках и через 5, и через 7, и через 10, и через 15 лет. Но не это не единственная мотивация Путина была. Нет, это вообще была не его мотивация, это вот главная его мотивация была сиюминутная. Вот там случилось, мы забрали, там случилось, мы выиграли. Он игрок. Вот мы выиграли. Что мы можем выиграть, когда в Киеве упала власть? Крым забрали. Ну где еще, как не в таких видах, проводить маленький экономический ликбез? Итак, самые непонятные банковские слова. Поехали. Грейс-период. Важная штука для всех, у кого есть кредиточка. Так называется время, когда вы можете пользоваться кредитной картой за 0. Ну или по сниженной процентной ставке. Разумеется, если вернете все долги по карте до того, как этот период закончится. Скоринг. Еще одна штука, с которой сталкивался каждый, кто хоть раз брал кредит или оформлял кредитную карту. Это система оперативной оценки, насколько вы кредитоспособны. Система, которая определяет, можно ли вам давать кредит и, главное, на какую сумму. Эквайринг. Я произнес это слово в предыдущей интеграции и после этого понял, что нужно записывать этот финансовый ликбез. На самом деле все очень просто. Эквайринг — это прием к оплате банковских карт. Соответственно, интернет-эквайринг — это услуга оплаты банковскими картами. Где? В онлайне. Кэшбэк. Самое приятное слово из всего этого списка. Это когда часть стоимости ваших покупок возвращается вам обратно на счет. Дебетовая карта кэшбэк от Альфа-Банк. Это очень выгодные условия и живые деньги, а не баллы и бонусы, которые возвращаются вам обратно, прямо на карту. Конкретный процент возврата зависит от того, где вы совершаете покупку. 10% от транзакций на АЗС, 5% от транзакций в кафе и ресторанах, 1% от любых, абсолютно любых покупок. Максимальная сумма кэшбэка за год — 60 тысяч рублей.
И еще важное. Теперь каждый клиент Альфа-банка может оформить карту кэшбэк прямо в мобильном приложении Альфа Мобайл. Ну а те, кто смотрит в Дудя, могут сделать это прямо сейчас, просто перейдя по ссылке в описании. Ныряем! Я слышал совершенно, может быть, несовершенно, но... Только не путайте меня с Песковым, я не пресс-секретарь президента. Вы исследователь. Это гораздо интереснее. Исследователь, а не следователь. Существует немножко диковатая версия, что Ксения Собчак сейчас, как кандидат в президенты, это для того, чтобы приучить аудиторию к женщине, кандидату, к женщине, возможно, президенту, для того, чтобы через 6 лет выдвинуть на эту же позицию дочь Владимира Путина. Ой. Это конспирология или в этом что-то может быть? Ну, это... Нет, в любой версии есть немного версий. И это какое-то сумасшествие, но в нашем сумасшествии, в нашем бреде часто может быть. Почему сумасшествие? Ну, потому что, во-первых, я себе представляю, что Путин сексист. Мы с ним сексисты. И поэтому я понимаю, что такое сексист, да, настоящий. Его там отношение к женщинам уважительно-покровительственное. Женщину, даже дочь, сделать президентом, ну, наверное, мы не знаем, какие мысли будут у него через 6 лет в голове, это какие-то уже шаманства нужно, тут в бубна нет, там, бегать, бить в бубен, как шаманить, что там духи какие-то придут. Я не вижу. Был ли за это время, по вашей информации, хоть какой-то момент, когда Путин хотел оставить все и, наконец, выйти на пенсию? Алтайская рыбалка, Сочи, море, горные лыжи, вот это все. Смотрите, слово «хотел» не знаю, но то, что когда Медведев стал президентом, Путин присматривался, как оно пойдет. Не знаю, чего он там хотел, возглавить там ООН или там Международный олимпийский комитет, или просто Сочи, рыбалка, там, не знаю, Сардиния, Берлускони, не знаю что, или гулять там по Вильнюсу там, свободным человеком. Но он, конечно, поставив Медведева, он присматривался к тому, как человек, его наследие будет рулить или менеджировать. И я думаю, что как у каждого человека возникает бросить все, вот, значит, сами тут без меня. Я сейчас читаю стенограммы Политбюро 90-го года с Горбачевым, да, когда сыпался Советский Союз. Он несколько раз говорит: да без меня, давайте, без меня, все, не хочу разрушать Союз, так, и уходил. И там без меня, и вот злобно так, без меня, вот без меня. Я думаю, что это всегда возникает. Я про это ничего не знаю, про планы не знаю. Во дворцы, где он потом будет жить, не верю. Не верите? Не верю. Где Почему? он потом будет жить, да не верю я, потому что в этих дворцах невозможно жить. Да? Просто в них невозможно. На Рублевке люди живут? Ваш друг Песков живет во дворце как-то? Я не знаю, я не был у него дома. Ну, вы знаете о том, что Нет. у него большой дом. Я бы тоже хотел иметь большой дом, где можно спрятаться от домашних. Это первая задача. Вот. Ну, не получается пока. Может быть, для этого большой дом нужен. Но просто я думаю, повторяю, что после Крыма вот эта миссия получилась. Понимаете, оно получилось. Если бы оно не получилось, можно было, ну его нафиг. А оно получилось для него. Вот получилось. И еще что-нибудь получится, и еще что-нибудь получится. Вот как оно будет на самом деле. Смотрите, если Путин 18 лет управляет государством, собирается делать и дальше, почему он, ну, если ему так это важно, он считает, что без него Россия пропадет, почему он не сделает нормальное государство? Без мигалок, без корешей-миллиардеров, без депутатов, которые бы за косяки моментально бы выметались из Госдумы. Что мешает? Это следующий этап, пошутил я. Я просто хочу сказать, что слово «нормальный» вами и Путиным кодифицируется, наверное, по-разному. Или мной и Путин. Да, что такое «нормально». Вот он объяснял, например, когда-то, почему очень важно иметь в Госдуме большинство, ему вот большинство, да, потому что вот есть правильное решение, оно быстро проходит, это правильно, а все остальное мелочи. Ну, берут они что-то там, ну, право, ну, ей-богу, мигалки какие-то, вы что, у нас тут Америка с одной стороны, Китай с другой стороны, Евросоюз 500 миллионов, Индия перестала покупать наши системы, а вы какие-то мигалки, вы вообще понимаете, о чем вы говорите?
Ну, пойдите о мигалках, поговорите с начальником ГАИ. Чего вы ко мне с мигалками пришли? Вот, да, он человек, который занимается сейчас геополитическими, геостратегическими, как он их понимает, проектами. Вот ракета куда там, во Флориду, в Майами. То есть на людей все равно? Почему? Это же все ради людей. Это же все ради людей. Потом наступит счастье. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы 20 лет преподавали в школе. Объясните, как возможно преподавать школу в историю в советской школе? Ну, как бы в стране, где вещи своими именами нельзя называть. Отвратительно. И мы когда встречались недавно с моими классами, с моим классом, несколькими, я перед ними извинялся. Во-первых, потому что я многого не знал, а во-вторых, кое-что от них скрывал. Они меня простили. Вы когда домой приходили, вы чувствовали, вот когда у вас был какой-нибудь особенно важный урок, где вам нужно было что-то скрывать, ну, какие-то факты, которые... Знаете, я понимаю, я больше не знал. Больше не знал, чем скрывал. И уже где-то в конце 80-х, не в конце 80-х, что я говорю, в середине 80-х, еще при Брежневе, в начале Андропова, я уже как коллекционер покупал антикварные или старые книги времен первых революций, да, и показывал им, и рассказывал им все. Не всю правду, но правду про Сталина уже тогда точно. Ну и про дедушку Ленина тоже. Немножко больше, чем обычно. А моменты какие-то бывали, когда вам прям было тогда стыдно за это? Когда вы домой приходили и понимали, что вы сегодня на уроке как говна поели? Нет, мне было стыдно, когда детям-то все равно, но дети, они 16-17 лет, они говорили, ну как же, Алексей Алексеевич, а вот ГУЛАГ. Какой ГУЛАГ? Вы так Да говорили? ГУЛАГ, да. Какой ГУЛАГ? Да вот ГУЛАГ. А вы не читали Александра Солженицына? Я говорю, нет, я не читал. А мы вам принесем. То есть я не читал, ну, кто такой Солженицын, я знал, и ребенок принес. Ребенок, школьник, 16-летний. Я прочитал с ужасом. Но вас простили? Да, меня простили, потому что я честно сказал, что я не знал. Добрые дети, добрые дети. Дети добрее, чем взрослые. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. На ваш взгляд, когда был момент, и был ли он вообще, когда мы могли воспользоваться той самой бьющей нефтью из всех возможных щелей для того, чтобы резко рвануть? Для того, чтобы Россия стала не вот по телевизионным понятиям великой страной, а, в общем, она действительно стала сильно лучше, сильно крепче. Я думаю, что это второй срок Путина. Это 4-8 год. Но уже там он совершил поворот. Сначала было дело ЮКОСа. Но можно было сказать, что это там потери по дороге, такие вынужденные потери. Построить, поставить, прекратить это растаскивание государства, предположим, да. И вот в 4-м, 5-м, 6-м году, наверное, можно было, с учетом цен на нефть, можно было это инвестировать в развитие. Но к этому времени он уже понял, что этот путь союза с Западом ложный для него, что они обманут, что они кинут, что их задача зажать, взять за горло. Начались революции, Майдан, ну не Майдан тогда, эти цветные революции. Вот они пришли. Украина, Киргизия. Вот они пришли, да. И поэтому уже никакого доверия нет, никакого объединения нет, никакого общего рынка нет. И поэтому к ним надо относиться плохо. И в 7-м году Мюнхенская речь, вот она была. Для меня лично, я был там, на Мюнхенской речи, когда он начал говорить, я думаю, боже мой, ему там, это что, это ему подсунули, чтобы он развлек аудиторию? То есть как бы изменение курса, вот так вот, изменение курса совершенно неожиданно. И я видел там светящиеся лица нашей делегации, и совершенно недоуменные лица. Подожди, мы приехали, это так по-безопасно, это вот ты о чем, парень? То есть они не поняли. То есть они поняли изменение курса. И я уже тогда понял, что все, ребята, и тогда я уже понял, что будет война в Грузии, да, в 7-м году. В каком виде не знал. В 7-м году я понял, в феврале. Почему именно с Грузией? Ну, потому что тогда это была самая напряженная история. Самая напряженная история. Там, Саакашвили, который его выводил из себя, Путина, который там оскорблял его. Ну, в общем, все это было как бы очевидно. Поэтому я не догадался, я посчитал. Но смотрите, очевидно же, что сидеть на нефтяном стропоне всю жизнь невозможно. Ну, еще лет 10, и нефть вообще будет никому не нужна. На наш век хватит. На наш век хватит? На наш с Владимиром Владимировичем век хватит. А на мой? А это будут ваши проблемы. Правда? Да. Хорошо, но у пацанов, и не только пацанов, которые управляют государством, у них есть дети, в том числе моего возраста, внуки у многих. И на них точно не хватит. Пусть сами разбираются. Такая логика.
Такая логика. И там не думают, каким образом можно с этого стропона слезть. Ой, я не знаю, что там думают. На самом деле, кто думает? Путин заложник окружения или все решения принимает сам? Нет, если в черно-белом, то сам. Если в черно-белом виде, опять, например, по Крыму, мало было людей, которые стопроцентно ему говорили: круто, круто, хозяин, круто, папа. Стоп. А там могут сомневаться? Нет, приходили люди и говорят: да, конечно, вы правы, но вот будут такие последствия. На что они получали ответ: политическое решение я принял, а вы минимизируете потери. Да? Цитата. Поэтому на самом деле, конечно, решение принимает он. Конечно, решение. Конечно, им манипулируют. Конечно, можно манипулировать им, как любым человеком, особенно в условиях, когда он часть информационного потока не видит. Я имею в виду через интернет. Он не любит, не смотрит, не умеет, не доверяет. Там, как он мне сказал: Леша, твой интернет, мой интернет. Да, это дезинформация и манипуляция. В каком году ты ему сказал? Это было 12-й год, еще 6 лет назад. Вот. Да, 12-й год, только был избран, правильно. На ваш взгляд, это правильно для человека, управляющего государством в 21 веке? Смотрите, первое. На самом деле в этом он прав. Там много дезинформации и манипуляции. Посмотрите на Трампа. Он там сидит внутри соцсетей. И вот, что мы видим, да, как он принимает решения на основании твита какого-нибудь. Да, это не современный подход все равно. Совершенно верно. Ну, надо пережить это. Мы люди, которые пришли из 20 века, когда этого ничего не было. Люди, которые привыкли к информации, которая нам кладется в бумаге. В первую очередь в бумаге. Мне тоже однажды было сказано, когда я пришел с какой-то там информацией, то подожди, говорит, у меня в папках другое, ты же папочки не читаешь, а ведь каждая папочка подписана. Погоны сорву, если неправильно напишешь. Смысл, я не цитирую смысл, да? А там что безответственность, а здесь в папочках ответственность. И в газетах ответственность, и в журналах ответственность. И даже на телевидении ответственность, потому что видишь лицо и знаешь, что генеральный директор. А это какой-то там НН-1247Z сообщает, что Алеппо бомбят. Есть человек, отвечающий за папочки? Вот за папочки, которые лежат на столе у Путина, кто босс и повелитель? Путин Владимир Владимирович. Нет, кто их приносит? Отвечаю, разные, разные структуры кладут папочки разного цвета. Если вы посмотрите фотографии президентского стола, вы можете иногда увидеть, что они разного цвета. Вот это ФСБ, вот это СВР, вот это Совет Безопасности, вот это Центральный банк и так далее, и так далее. Я думаю, что любой руководитель пытается получить от разных. Но другое дело, что сейчас, как мне кажется, очень многие пытаются угадать, что он хочет. И подобрать информацию так, чтобы не раздражать папу. Вот не раздражать папу. Папа. В общем, Сицилия, Дон Корлеоне, да? Папа. Угу. А кто влиятельнее сейчас в стране, Путин или Сечин? Завтра Сечина отправят послом в Замбию, и вы о нем не вспомните. Конечно, Путин. А теоретически такое может быть? Легко. И, посмотрите, был очень влиятельный человек Якунин. Владимир Иванович Якунин, глава РЖД. Претендовал на пост премьер-министра и обсуждался. Его пытались дважды снять, все окружение Путина, а Путин его оставлял. В одночасье. Бах! Где у нас Владимир Иванович? Генерал КГБ, резидент в Нью-Йорке. То есть свой, совсем свой. Где? Сергей Борисович Иванов, глава администрации президента. Второй человек в стране. Слева телефон один, справа другой. Здесь генеральный прокурор, здесь директор ФСБ. Легко вызвать. Глава администрации это может делать. Да? Где? Экология отвечает. Сам захотел, как мне сказали. Возможно. Вот так вот. А ведь когда-то претендовал на место Медведева. А у Сечина есть президентские амбиции? Я думаю, что сейчас нет. Я думаю, что у него премьерские амбиции, на самом деле. И думаю, что сейчас в этих выборах главная схватка идет за пост премьера. Претенденты. Сечин, Кудрин. Нет, вы говорите, кто сам хочет или кто может? Кто может, да, на ваш взгляд. Смотрите, мы исходим из того, опять из истории с безопасностью. История с безопасностью — это второй человек. Если с первым что-то случается, даже временно, он становится президентом. Была история, когда Борис Николаевич ложился на операцию. Да. На операцию. Я скальпель изобразил сейчас. Да, там, сердце. Да. И, соответственно, с протоколом ядерный чемоданчик, так называемый, передавался премьер-министру Виктору Черномырдину. Как мне рассказывали врачи. А когда Ельцин пришел после наркоза, в себя он, по-моему, голос сказал: «Чемоданчик».
Понятно, да? Это не просто символ власти. Поэтому кто второй, очень важно, кому ты доверишься, когда ты ляжешь на операцию или уедешь куда-нибудь. Очень важно. Исходя из этого, мы видим, что близким по-прежнему я бы поставил на Медведева, по-прежнему самый близкий. Доверенный, он же 4 года не продал, не предал. И по первому приказу чемоданчик-то отдал, повернулся, а ведь мог претендовать. Были люди, такие как Сурков, Приходько, которые толкали его на второй срок. Толкали. Дмитрий Анатольевич, ну чего вы там, ля-ля, тру-ля-ля. Не-не-не, отдал сразу. Да, было плохо, но отдал. А поэтому защитит сейчас... ли такой человек? Защитит ли такой человек? Ну, Верность не всегда признак силы и возможности смотрите, вписаться. Мы же идем от мнения Путина, мы же не свою голову представляем Владимиру Владимировичу. Я думаю, что Медведев, я думаю, что это возможен Собянин, я думаю, что это возможен Сергей Нарышкин, который сейчас глава СВР. Я думаю, что Шойгу не думаю. Хотя, что в голове у президента? Назначит вас, пойдете как миленький. Меня? Да. Не пойду. И вас никто не спросит. Приедут, вас заберут и пойдете премьер-министр. Не приведи бог. Ну, это не бог, а Путин. Вот что-то путаете. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ваш дед был звездой НКВД. Звездой. Одним из людей, который был членом военного трибунала, закончил войну, членом военного трибунала Второго Украинского фронта. Это правда. Как вы это воспринимаете сейчас? А никак я не воспринимаю, потому что я не знаю, какие приговоры он выносил. И если он выносил неправедные приговоры, я готов извиниться за деда, которого уже нет, перед потомками тех людей, которых он неправедно осудил. А это невозможно узнать? У вас никогда не было интереса узнать это? Нет, я боюсь. Вам страшно? Нет, я боюсь узнать. Перед многими придется извиняться. А я человек самонадеянный, не люблю извиняться. Но придется. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Есть ли у Путина двойники? Думаю, что да, но не знаю точно. Ну, когда-нибудь. У вас возникали сомнения? Вот когда вы Нет, когда он встречается и встречался с главными редакторами или журналистами, у меня никаких сомнений не было, что был Путин, потому что были некие элементы разговора, интонации разговора. Меня когда-то это занимало где-то в году 2006, когда пошел первый слух. Как-то, знаете, когда руку пожимаешь, понятно. Ага. Конечно, все может быть. Когда вы теле включали просто потоковое видео с отчетом о какой-то встрече. Слушайте, совершенно не определяю. Ага. Но я думаю, что Путин не доверился бы двойникам. Для чего вот этот парад актеров, которых возят с собой по регионам для массовки? Объясните. Что вы имеете в виду? Вот эти люди, которые из одного, массовка, Путин куда-то приезжает, и там некое население, которого либо приветствует, либо рассказывает о своих проблемах. 1000 раз уже поймано, что часто это одни и те же люди в разных частях бывало, страны. Да, я видел фотографии, но это плохая работа пиара, это я могу сказать, да? Потому что на самом деле в каждом регионе есть масса людей, их очень много, которые реально, как я понимаю, сказать, любят неправильно. Поддерживают. В этом и вопрос. Доверяют, поддерживают, любят, потому что Крым принес любовь. Крым принес не голоса, Крым принес спасибо, потому что была мечта, и ты ее нам реализовал. То есть такая мечту, про это мы не думали, но это была мечта, чтобы Россия снова стала, постимперская Россия стала великой. Ты нам эту мечту реализовал, и это любовь. И люди за это его любят. И мы видели, как они его обнимают. Слушайте, я был потрясен, когда сразу после Крыма, как охране, была дана команда, видимо. Она обычно стоит так, ребята стоят, Федеральная служба охраны, это их работа, да, физический контакт. Но они отходили, люди, поверьте, люди бросались к нему, потрогать за него. Он осуществил мечту. Я смотрел, думаю, ё-моё, а как же эта охрана-то живет в этот момент? Ребята, что они чувствуют? Я же их знаю, они как-то должны... Тоже любят, наверное. Они на работе. Очень популярная идея в России, если не Путин, то кто? Она ошибочна? Абсолютно ошибочно, потому что за 2 недели до назначения Путина премьер-министром его вообще никто не упоминал. То есть он... Как теперь мы знаем, мы про 2018 год говорим. Нет, кто? А там же, если не Ельцин, то кто?
Если не Горбачев, то кто? 90-й год. Слушайте, ну это такая вот у нас система патриархальная, политическая, когда у нас идут не выборы, а наследники. И пусть он решит, если не ты, если не я, то кто? И это так построена система политическая, так построена психология основной массы избирателей, которые, ну пусть он скажет, за кого. Ну, слушайте, если он там тогда Медведева выдвинул, мог выдвинуть Иванова, мог опять вас выдвинуть, да? Да, предположим. Да, Путин знает, слушайте, ну вот так лучше. Начальник знает, даже не Путин. Ну, так лучше. Потом иногда происходят революции, как Горбачев, да, как развал. Но если не Путин, то кто? Ну, вот это вопрос. Ну, Навальный, пожалуйста. Ну, Собчак, пожалуйста. Ну, Грудинин. Ну, Сурайкин. Ну, Жириновский. Ну, все. каждый, кого я забыл, чтобы никого не обидеть. И финальное. Есть ощущение, что Путин сейчас руководит страной, думая скорее о том, что люди будут о нем думать через 100 лет, а не о том, что думают вот те, кто живут в России сейчас. Ну, я бы согласился. Если вы меня спрашиваете, я думаю, что, конечно, Владимир Путин думает об исторической своей роли в школьных учебниках истории. А на нас пофигу. А мы взрослые люди, сами разберетесь как-нибудь. Юрий будет дуть будет Юрий. Ваш телефон слушает? Ну, конечно. Как, на каком основании вы? Без оснований. Ну, я живу в нашей стране. Слушайте, я живу в своей стране. Вас... Мне иногда демонстрировали знания. Как? Расскажите, как это происходит. Ну, один джентльмен, высокий, многозвездный генерал, что называется, штатский, естественно, однажды стал мне пересказывать мой телефонный разговор по поводу его самого с Владимиром Гусинским. Я разговаривал по телефону с Владимиром Гусинским про этого джентльмена. И он мне стал пересказывать и даже показал распечатку, на что я ему сказал: тебя дурят, это не полная распечатка. Он спросил, почему? Я говорю, потому что каждый раз, когда Гусинский видит твою фамилию, он говорит: пидор гнойный. Здесь этого нет. Значит, это не полная распечатка. Это дословная история. Вторая история была очень смешная. При жизни еще Бориса Березовского я летел в Лондон, почему-то через Париж, не помню, то ли рейса не было, и я летел не к нему, но я решил, что раз у меня там будет полдня, я прилетаю в Париж, останавливаюсь в двухзвездочной гостинице в аэропорту в Ибисе. Да, то есть вообще, ну, потому что утром улетать надо. Набираю ему через телефон, который в гостиничном номере, да, через 0 там, или 8. Звоню и говорю: Борис, вы знаете, я буду в Лондоне, хотелось бы поговорить. Он говорит: ну хорошо, мы говорим на минут 10. Он говорит: ну хорошо, позвоните мне завтра утром перед отлетом, я скажу свой. Говорит: хорошо, все заканчивается. Утром я начинаю набирать, и на 6-й цифре включается мой вчерашний разговор. По-вашему, это записано? Я это все выслушал, понял, что говорил правильно, вернулся сюда, пришел к своим знакомым генералам связи, ФАПСИ, тогда правительственной связи, говорю: ребята, а вообще что это было? Они так похохатывают, говорят: ну, может, это французы писали, может, англичане, может, мы... Какая тебе разница? Я подумал, действительно, какая мне разница? Ну, пишут и пишут. Юрий будет дуть будет Юрий. Вы много раз рассказывали, что Дмитрий Песков ваш друг. Расскажите, где, когда, при каких обстоятельствах эта дружба началась? Вы знаете, он был заместителем пресс-секретаря президента. Мы с ним познакомились, когда он был уже заместителем пресс-секретаря Путина, Громова Алексея. Он был его заместителем, он отвечал за иностранную прессу. То есть за нас он не отвечал. И в разных поездках, я тогда еще ездил с президентом, или на разных мероприятиях, вот этот парень стал, когда мы с ним общались, обладал каким-то очень трезвым взглядом на все, что происходило вокруг, внутри кремлевской администрации. Он не был большим боссом, да, он был заместителем пресс-секретаря, он был хорошо информирован, у него, соответственно, дочка была чуть старше, чуть старше, чем мой, мы тогда были маленькими, и мы как-то с ним вот за столами там садились рядом, там на конференциях просто садились рядом, разговаривали про семьи, да, про интерес к книгам. Ну, так абсолютно не профессиональная работа была с моей стороны, потому что он занимался другим, он мне не был с этой точки зрения. Что-то говорили про воспитание детей, что-то говорили. Он был, как сказать,
туркист, он специализировался на Турции, он служил же в Турции в свое время. И с Ельциным там познакомился. Да-да-да, верно. И он мне рассказывал про Турцию, я ему про Францию. Ну, что-то, знаете, так это завязывается. И вот оно завязывалось. И мы перешли на «ты», что бывает достаточно редко. И просто общались. И потом, когда он стал пресс-секретарем, ну вот чего я буду из-за должности прерывать отношения, не буду. Он приличный парень. Приличный парень. Он приличный парень. Как на руке приличного парня с зарплатой 9 мультов в год появились часы за 37 мультов? Я знаю. Но не Расскажите. скажу. Но это подарок. Чей? Жены. Тогда еще не жены. А откуда у Татьяны Навки такие деньги? У девушки, которая после Олимпиады в Турине не было собственного жилья? Вы вообще представляете, сколько зарабатывала тогда и сейчас, зарабатывает Татьяна Навка каждый день, еще раз, каждый день участвуя в шоу? Да, Который там собирает. не самые большие. Ну, Вы допустим, не правы. 3-5 тысяч евро за выход. Соответственно, что у нас получится в год на 300, скажем, рабочих дней Не 300 умножаем? рабочих, не 300 рабочих дней. 300 концертов в год минимум. Послушайте, я специально, когда начался скандал, я сел с карандашом и посмотрел, не спрашивая их. Я специально это изучил, ровно понимая, что мне будут эти вопросы. Еще тогда не от вас. И, конечно, женщина, которая во много раз получает больше, чем муж, это вообще по жизни. В нашем обществе это плохая история, потому что с насмешкой вызывает. И я понимаю, потому что это вызывает в обществе насмешки. Если мужчина получает 1 000 000 рублей, ну, там, 800 тысяч рублей в месяц, а женщина получает 2 миллиона рублей, какие насмешки? Вот я вам говорю. Я просто знаю, опять же. Да. Если бы моя жена получала больше, чем я, надо мной бы смеялись. Я это очень хорошо понимаю. Про зарплату Алексея Венедиктова чуть позже будет, А вот поэтому, так, да, поэтому я не буду сейчас это использовать. Вы просто ловко сейчас на себя громоотводом увели. Я ответил вам. Считаете ли вы... Хорошо, тогда давайте посмотрим с другой стороны. Считаете ли вы нормальным, что в стране, где все очень тяжело с благосостоянием народа, госчиновник появляется с часами за больше, чем 500 000 евро? Да, если это подарок, если он может его объяснить. Да. Я вообще считаю, что в стране отвратительное отношение к богатым, и оно подогревается, и это неправильно. Это зависть. Богатым госчиновникам, госслужащим или богатым Еще раз бизнесменам? повторяю, вопрос же законности богатства, да, законности предметов богатства. Вот же в чем речь. И об этом надо говорить с людьми. Если у меня законное приобретение или подарок, если у меня законное приобретение товара, то людям надо объяснять. Извините, пожалуйста, там мы смотрим, все в Москве приватизировали квартиры. Вы представляете, сколько в Москве стоит квадратный метр? Я знаю. Продай. Все стали, Рублевыми миллионерами. Совершенно справедливо. Да, и вот люди ходят и говорят, я бедный, несчастный, только у меня 5-комнатная квартира на Арбате, да, я бедный, несчастный. Послушайте, в этой стране, в нашей стране, это придется очень долго переламывать. И вопрос не в том, что очень много людей здесь незаконно этим богатством владеют. Вот тут я бы ответил. Но если мне жена сделает подарок, большой и хороший подарок, я буду его носить с большим удовольствием. Дружба с Песковым — это действительно дружба? Или это работа Нет. Слушайте, по тому, чтобы сохранить свое кресло? Кресло, которое вас драйвит, заводит, доставляет вам много эмоций. я могу сказать, что кресло не зависит от Дмитрия Сергеевича никоим образом. Мое кресло никоим образом не зависит. Мое кресло зависит от Владимира Владимировича, и здесь точно. А кто один из тех, кто приносит папочку информацию? Один из всех, конечно же, и Песков тоже, но одну папочку против 10 других папочек. Ну каких? Смотрите, Песков приносит папочку, что веник окончательно оборзел. Агент Госдепа, есть информация... Агент Госдепа приносит ФСБ, не надо. Неважно. Бортников приносит, а не Песков. А у Пескова свой инсайт. Вот в Гудмане, рядом с посольством американским, видели, как он ел стейк там с 3 ЦРУшниками. Военными атташе, да. Да. ЦРУшниками, да.
И Алексей Венедиктов лишается своего кресла после этого? Нет, я думаю, что Владимир Владимирович давно знает, что я агент Госдепа, Моссада, Бандеры, Газпрома, не надо забывать, Кремля, как многие считают. Поэтому ничего нового он не узнает, особенно про стейки. Нет, знаете, там есть люди повлиятельнее, которые могут на мою судьбу, как главного редактора, оказать влияние, но я с ними не дружу. Кто это? Ну, Бортников, например, глава ФСБ, Рамзан Кадыров, например, глава Чечни. Кадыров влиятельнее Пескова? В моем смысле, да, я же все время обижаю Чечню и Кадырова. И в этом смысле, конечно, жалоба грубее и больше может идти от Рамзана Ахматовича, безусловно. И это для Путина важнее, «Эхо Москвы» или Чечня. Вы что, смеетесь, что ли? Вообще вот сравните, да? Поэтому нет. Потом мне не интересно. Знаете, я как бы долго прожил, мало осталось, и в этом, я пококетничаю немного. И в этом смысле мне жалко время на людей, с которыми мне не интересно. Вот мне не жалко время сесть с Песковым, бухнуть и поговорить, и обсудить, и взвесить, и потолковать. Да? И я понимаю, насколько уровень его откровенности неполный, безусловно, но какой-то будет. И я думаю, что с Рамзаном Ахматовичем у нас ничего не получится. Мы люди разных цивилизаций. Может, получится, а может, не получится, но времени у меня уже мало. И мне жалко просто так впустую его растрачивать, устанавливать контакты, да, ездить, разговаривать. Слушайте, жалко, правда жалко. Я теперь неэффективными проектами не занимаюсь, времени нет. Поэтому я сохраняю тех людей, не всех, иногда люди себя ведут по-другому, я вынужден с ними расставаться, и они со мной иногда, знаете, замолкают телефоны, я уже через это прохожу. Давайте приведем пример, с кем вы так расстроили знакомство или общение за последнее время. Мы расстроили это знакомство и общение, скажем, с помощником президента Андреем Фурсенко. Мы дружили очень. Бывшим министром образования. Да, нынешним помощником президента мы дружили. Причем без всякого на то основания. Мы дружили, мы встречались на днях рождения, мы встречались на семейных каких-то вещах, просто общались, разговаривали, ссорились, естественно, как друзьям положено. А потом это умерло как-то. Вот он не звонит, я не звоню. А что произошло? Не знаю, ничего. А вот это интересно, умерло, сгнило, ничего не произошло. Вот просто ничего не произошло. Давайте назовем 3-4 самых влиятельных советников Путина сейчас. Вы сами об этом сказали. Я думаю, что самым влиятельным на сегодняшний день советником Путина является Николай Платонович Патрушев, глава Совбеза, секретарь Совбеза, глава Путина. Секретарь Совбеза, я думаю, что его мнение, в смысле влиятельности, его мнение в области безопасности, в широком смысле этого слова, внешней политики, сильно учитывается президентом. Я думаю, что глава Центрального банка Эльвира Набиуллина сейчас является одним из главных советников по экономике, ну, во всяком случае, по финансовой экономике. Мне представляется, что это очень серьезно. До недавнего времени одним из главных советников по экономике, влиятельнейшим человеком был Алексей Валентинович Улюкаев, ныне сидящий и осужденный в первой инстанции. Я думаю, что Игорь Иванович Сечин по-прежнему является человеком очень близким к президенту в энергетической, теперь энергетической области. Я думаю, что Дмитрия Медведева не будем скидывать со счетов. Слушайте, а вы при этом про это не Медведева круг. говорите второй раз. А разве нет ощущения, что вот внешне кажется, что это прям совсем аутсайдер той верхушки, и его вот только из-за путинского правила Так «не сдаю своих», не сдаю Вы своих. сказали сейчас важную вещь. Только из-за путинского отношения. Да. А дальше не сдаю своих, он мне полезен, Да. он мне нужен, он мне пригодится. Это уже не важно. Вы сказали, из-за путинского отношения, вопреки, и вы абсолютно правы, всем своим советникам Путин держит Медведева на второй позиции. Значит, он ценит в нем качества, те, о которых мы с вами не подозреваем. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Один из последних номеров «Дилетанта» посвящен Александру Третьему. О, да, это смешная история. Слушайте, вот разговоры, в принципе, тема Александра Третьего, это ваш такой разговор с Путиным? Конечно, это я говорю, что Путин
соавтор или продюсер этого номера. История была такая, мы уже сверстали номер «Дилетанта», посвященный юному Петру и его реформам. Да. Сразу видно, кровавый тиран, просто там Владимиру Владимировичу не снилось. И, да, Иосиф Виссарионович близко. Вот, а на самом деле... И вот сверстали, и тут вдруг Владимир Владимирович произносит речь на открытии памятника Александра Третьего, в котором все неправда, историческое. Ну вот все неправда, вот все не так. Я не знаю, кто ему писал, Мединский, не знаю, там, Никита Михалков, хирург, может быть. Ну вот все, вот просто те люди, которые там хоть немножко изучали историю, ну все не так. Мы понимаем, что это символ. Там, и я сказал так, все сметаем нахрен. Как нахрен? Ну все написано, картинки, подписи сделаны, за иллюстрации заплачено. Нахрен, сказал я, делаем номер. Мы взяли этот номер, отверстали его за 2 недели, сделали, даже за 10 дней, сделали номер, мы послали Владимиру Владимировичу, он через Диму Пескову передал, конечно, на каждый номер. И, соответственно, мы это вот распространяем. И там настоящий Александр Третий, но это, конечно, соавтор Путин. Он изменил просто наши номера. Может, еще чего скажет, мы опять что-нибудь сделаем. А они похожи? Кто? Вы знаете... Ежовые рукавицы, я понимаю, дела. да. Вы знаете, он же мифологически для Путина Александр Третий. Но я думаю, что Путин совершает те же ошибки, которые совершал государь-император сейчас. Если там 5 лет назад мы говорили о том, что он что-то на Николая I что-то тянет, а до этого на Екатерину II, ну, он себя считал, то сейчас я думаю, что он идет ровно путем Александра Третьего, причем таким, я бы сказал, такими вот семимильными шагами, я бы сказал. И результат была революция. Результат деятельности Александра Третьего — Октябрьская, Февральская, потом Октябрьская революция. Самое смешное, что в этом есть, когда все повторяют тупо, идиотски эту фразу, которая приписывается Александру Третьему, что единственными союзниками России являются армия и флот, то мы вспомним... Он так не говорил? Нет, это по воспоминанию его племянника, что якобы когда-то он где-то это сказал. Но даже если бы он это сказал, кто предал Николая II? Кто настоял на отречении, крушении монархии? Армия и флот. Вот вам ваши союзники. Кушайте на здоровье. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Часы за 37 миллионов и яхта Дерипаски с каким-то... Я, кстати, забыл вам сказать, я Пескову привез часы в прошлом году, подарил. Значительно 10 меньше евро цена. у афроамериканцев купленные в Ну, Барселоне. почти нет. Просто были часы, которым патронировал Обама. Какой-то марки, когда Обама был президентом в США, он деньги шли на благотворительность от продажи этих часов. Я купил и подарил Дмитрию Сергеевичу. Сказал, что вот мы какой-то благотворительности поучаствуем, Дим. Не носит. Жаль. Не носит? Не знаю почему. А вы сказали, что вы любите бухнуть с ним. Когда вы бухаете, кто платит за счет? Нет, секундочку. Я, конечно. Почему? Потому что я всегда плачу. Но обычно я прихожу с бутылкой, мы не в общественных местах бухаем. В этом смысле. Он тоже наливает. Но у меня вкус лучше. 37 миллионов рублей и часы, переговоры вместе с олигархом Дерипаской в присутствии каких-то странных барышень и обсуждение очень важных государственных вещей. Полная херня. Никаких там государственных, из того, что я читал, никаких там государственных в присутствии барышни. Вот послушайте меня, это полная херня. Вот полная, знаете, полная, круглая, полная, не за что зацепиться. Это выглядит красиво, но для тех людей, которые понимают, о чем идет речь, и знакомы там фамилии Приходько, Манафор, Дерипаска, рыбка нет. Вот остальное, да, это вот полное... По-вашему, нормально при какой-то тёлочке обсуждать это, которое... Да ничего там не обсуждалось. Там обсуждалось... Ничего там не обсуждалось из того, что мы видим. Может быть, там что-то обсуждалось, надо запросить ФСО и ФСБ, да, или охрану Дерипаски, которая наверняка все это писала. Но там ничего не обсуждалось. Шуточки были. Твоя подружка Виктория Нуланд. Сальная шуточка. Больше ничего. Нет ли ощущения, что эти люди, которые наверху находятся, они немножко, момент такой оторванности от земли и вседозволенности проскальзывает? Я знаю Дерипаску. Я знаю, как действует его безопасность. Да? Если вы обратили внимание, вы же человек телевизионный, что съемки велись фронтально. То есть они не из-под стола, не снизу. Да. Вот так. Значит, они видели, что их снимали. Значит, они были не против, чтобы их снимали. Вы чего? Да, может, они даже не смотрели на это. Да, конечно. Конечно. То есть, что вы хотите этим сказать? Я хочу этим сказать, что ничего необычного
Там не произошло. И в чем А Навальный из прав, Инстаграма это видео выпилили тогда. Почему потом? Удалили? Последствия. Главное не то, что было, а главное то, что происходит потом. То есть на шум они так среагировали? Конечно. И это был уже третий шум. Первый шум был в июне, когда это появилось на Компромате.ру. 0 эмоций. Второй шум был в сентябре, когда это появилось в Инстаграме у этой девушки, в Ютубе. 0 эмоций. И только когда Алексей Навальный это... вот тогда поднялся шум. Третья волна. А чем закончится, на ваш взгляд, история с Настей Рыбкой? Но она не закончится никогда. То есть, Что вы хотите сказать закончится? Вот что вы имеете в виду? что будет с ней? Что будет с Дерипаской и Приходько? Девушка в Таиланде, откуда я знаю? Дерипаски и Приходько им сделали какой-то выговор? Или Я что-то? думаю, что, конечно, им сказали, ну что, вы сдурели, что ли, при телочках? Вы сдурели совсем, ребята, вы куку? Да. Поэтому сегодня у Дерипаски появилась большая статья, обличающая теневое правительство. Он отвечает. Огромная статья в каком-то маленьком американском журнале, там Daily Stale, что-то такое, я вообще про него не слышал. Огромная статья о том, как Сорос за всем этим стоит, и стоит Силиконовая долина за всем за этим. Это мировое правительство теневое. Отлично написано. Даже знаю пиарщиков, которые писали. Сколько они взяли за это? Ну, я не знаю. Нам не хватит. Настя Рыбка — это Леся Рябцева? Нет, конечно. Настя Рыбка, девушка по вызову, Леся Рябка, хорошо я сказал, Леся Рябцева, журналисткой, работала у меня и моим помощником. Про Лесю Рябцеву чуть позже. Финальное по увольнению Пескова и всему остальному. Вы говорили, Увольнение что... Пескова что-то новенькое. Я что-то пропустил? С «Эхо Москвы» имеется в виду. Вы говорили, извините. что Путин дважды или трижды... Трижды спасал «Эхо», это правда. А последний раз это было вот в 2014 году, ровно в декабре. Я даже знаю, как это было, и даже знаю, что не Песков доложил Путину. Даже знаю, кто. Лесин. Когда Лесин увольнял, да. Лесин увольнял, когда оставалось 2 дня, когда Михаилу Юрьевичу позвонили люди, которые не имеют отношения к медиа, не Песков это был, не Громов это был, не даже глава администрации, и сказали: Михаил Юрьевич, это не входит в систему вашей ответственности, увольнение Венедиктова. И за 2 дня он перевернул, как будто ничего и не было. То есть позвонил человек, близкий президенту, так. И он знал, что человек просто близок к президенту, и все. Поэтому я знаю, что это решение президента. Почему это Путин сделал это? Это его интерес. Мы продолжаем работать. В чем интерес? Я могу только догадываться. Ваше предположение, да? Догадываюсь. Несколько позиций. Позиция номер 1. Мы являемся витриной свободы слова в этой стране. Витриной. Иллюзий. Витриной на внешний контур. Витрины иллюзий. Иллюзии. Почему? Мы же делаем все реально. Почему это иллюзия? Нет, мы вы реально делаете реально, а свобода слова — иллюзия. Нет, секундочку, еще раз. Это я же не про свободу слова, я говорю про витрину. Мы витрина. Окей. Хорошая, промытая, красивая витрина. Это раз. Так. Вторая история. Президент точно знает, что мы никого не поддерживаем политически, и «Эхо» не ведет войну с ним ни за что и никогда. Мы вот правильно, неправильно, хорошо, плохо. Да? Мы не являемся инструментом в руках Моссада, Газдепа, Газпрома и чего-то. Инструмент в руках Венедиктова, да, наверное, может быть и то, но Венедиктов такой. Но тем не менее, да, мы не являемся инструментом в войне, короче. Мы предсказуемы, потому что видим, поем. Он это знает абсолютно точно. А третья история заключается в том, безусловно, что, видимо, какие-то личные, сентиментальные наши с ним отношения начального периода, он знает, ну да, он такой, ну вот он такой, я такой, а я знаю, президент такой, вот такой. Допускаю. Это 3, наверное, есть 4, 5, 6, 7, 8. А когда последний раз вы с ним общались? В июне прошлого года. Где и... Ну, в июне, сейчас еще пойди вспомни, в Кремле в июне прошлого года на встрече с главными редакторами. А был какой-то момент, что у вас звонок раздавался, и там был Владимир Путин? Бывало. Это была смешная история. История заключается в том, последний раз, когда он звонил, история была такая, это был мой день рождения, я сижу у себя, и у меня, высвечивается: возьми трубку, Песков. А у меня телефон переключен на девиц, на приемную, на референтуру, всегда. Я снимаю трубку, он говорит: Леша, тебя с днем рождения, желаю счастья в личной жизни, пух. И в конце концов переключи телефон на тебя. Президент звонит 3 раза, а ему: «Эхо Москвы, Алена! Какая нахуй Алена?» Президент звонит. Я так переключаю, так звоночек. «Здравствуйте, Алексей Алексеевич». Конечно, не звонит. Вот на днем рождения. Но «Эхо Москвы, Алена» теперь вошло просто. И уже Алены нет.
А мы помним эту историю всех. Не звонит, вообще не звонят с просьбами. Почти. Почти. С просьбами не звонят. Почти. Звонят, нет, с просьбами не звонят. Звонят с вопросом, зачем? Тебе вот зачем? Вот что? А я даже не знаю, зачем. Потому что я же не сижу, не слушаю все время. Я сейчас у вас, Юрий, да, в это время там на эхе происходит какая-нибудь хренотень. Да, дичь, назовем так. Мне могут позвонить, сказать, Леш, опять, вот зачем? Вот это, разве она общественно важна? Разве она позвонит сам Путин? Нет, конечно. Нет, вы что? Вы что? На это есть масса разного народа. Люди звонят в зоне своей ответственности. Вот я вам скажу, когда последний раз звонил Песков с профессиональным делом. Так. С профессиональным, чтобы вы понимали отношения. Я в Калининграде, что-то там сидим, вечер. И звонок. Там смс-ка. Перезвони, Песков. Перезвоню. Говорит, у меня к тебе просьба. Давай. Через 2 часа будет объявлено, что Владимир Владимирович расстается с Людмилой Александровной. Я хочу, чтобы ты просто это знал заранее. Чтобы вы не комментировали это так вот, ха-ха, чтобы ты подготовился и так далее. Да? Очень болезненная тема, Леш, я тебя прошу. Да? Вот я тебе сообщаю за 2 часа. Я тебя прошу, очень болезненная тема. Я звоню своим из Калининграда и говорю, ребят, 2 часа у вас есть, портрет Людмилы Александровны, история семьи. Понятно, профессиональная работа. И когда на Вестях, по-моему, было объявлено, мы выкинули уже. И мне говорят, ты знал? Ничего я не знал. Потому что у нас был портрет Людмилы Александровны, да, там, про дочерей, про семью вообще. Вот это важная история. Вот это был последний звонок сколько лет назад, вот с профессиональной просьбой. Хотя просьбы как таковой не было. Это нормальные отношения, они всегда у эхо такие. И когда Ельцину делали операцию, у нас были такие же отношения. Когда я торговался за информацию, я вот это не объявлю, а ты дай мне вот это, с Истржемским пресс-секретарем президента. Это нормальное. Слушайте, да, но вы, судя вот по этой истории, вы вообще вовлечены даже в какие-то подробности личной жизни президента. Нет, это не потому. Это совсем не потому. Я понимаю, это профессионально, но тем не менее. Вот смотрите, когда последний раз на пресс-конференции, кажется, Путина спрашивали, а вот есть ли у вас, кто я ваша женат на любовь? России. Да. Я женат он на сказал, России. что я женат на России. Да. А на самом деле на ком женат Владимир Путин? Я не знаю. Я, между прочим, должен вам сказать, что... Я под женатым имею в виду не Кольцов. Нет, я понимаю, да. Я думаю, что была смешная история, когда там с ребятами из Кремля просто в феврале прошлом, нет, этом феврале, в начале, говорили, избирательная кампания, то все. Я говорю, нам только вот он выйдет с какой-нибудь красавицей и с 2 детьми и скажет, вот я женюсь. И 85%. Ты так думаешь? Что 85%? Нет, выходит Владимир Владимирович завтра с какой-нибудь красавицей, русоволосой, в кокошнике, и с 2 детьми. И говорит, вот мои дети, вот я решил жениться, вот я жил. Я говорю, и он получает 85%. Все рыдают, у всех сопли. Это я им рассказываю в феврале. Говорит, ты серьезно так считаешь? И вдруг я начинаю понимать, что они над этим задумываются. Говорю, не, ребята, это была шутка. Ребята, не надо это в жизнь воплощать. Ради бога, не предлагайте это президенту. А почему? Потому На мой что взгляд, правильно, когда он президент... Нет, смотрите, он свою личную жизнь действительно под замок взял. Имеет ли он на это и право? Дочерей. Будучи президентом, не частным лицом. Да, будучи президентом. Нет, спроси меня, я бы точно понимал, что это невозможно. Вот история с его так называемыми дочерьми, да, она все время выплывает, то там, то сям, косяками. И у меня была смешная история, год назад. Я его спрашиваю про Сибнефть. Нет, не Сибнефть. Про что я его спросил? И он говорит, ты хочешь меня спросить про Шамалова, про моего предполагаемого зятя? Я говорю, нет, Владимир Владимирович, я хочу спросить про китайцев, которые входят, забыл, как это называется, это компания, где Шамалов-то был. Не Сибнефть, конечно. Сибур, точно. Он говорит, нет, ты хочешь про Шамалова? Я говорю, да нет, Владимир Владимирович, я хочу про Сибур, потому что китайцы в то время заходили за огромным куском. То есть у него в голове сразу закрыть, да, эту историю, даже предполагаемый. Шамалов его зять? Откуда я знаю? Слушайте, меня на свадьбу не зовут, и на рождение детей, и на крещение не зовут. Но я не вижу, что здесь скрывать. Я понимаю, почему он так делает, но я совершенно не вижу, что здесь скрывать. Но люди задумались. Наверное. И, возможно, такой выход может случиться.
Уже невозможно, уже времени на это. Хотя, черт его... Вообще было бы идеально, конечно, чтобы он женился на Ксении в субботу, в день тишины. Собчак, я имею в виду. Ксения Собчак. Но я очень уважаю Максима Виторгана, поэтому этот проект не пройдет. Слухи про Алину Кабаеву. Как вы их воспринимаете? Подтверждения нет, я же работаю с фактами. А с Алиной я тоже, кстати, дружил. Я, конечно, ей восхищался очень сильно, потому что она, когда была чемпионкой, приходила в эфир, и потом она вела школу журналистов. Я понял, какая это была работа быть чемпионом. Это просто. И мне Винер рассказывал, как она... Я вообще вижу, как это все тяжелейшее, с большим уважением, умное, да, но про семейную жизнь ничего не знаю. И, честно говоря, знаете, почему не сильно интересует? Потому что это даже что если бы это было так... Алексей, нет. страшно. Да, ничего страшного-то. Чего страшного-то? Потому что если бы это было так, она бы не оказывала, так же, как Людмила Александровна, не оказывала влияния на политику. Я занимаюсь тем, что Путин делает для страны. Понимаете? И в этом смысле ни его супруга бывшая, ни, возможно, если у него есть нынешняя, да, она не оказывает влияния на политику. Я согласен с вами, только в одном есть одна штука. Вы согласны, что вопрос не только законности, но и нравственности при Путине в России стал подниматься гораздо чаще? Скрепы? Вы имеете в виду скрепы? Я имею в виду. Скрепы, конечно. А вот когда ты насаживаешь или там привносишь в жизнь русских людей, граждан России, скрепы, то, в общем-то, ты должен им соответствовать тоже. Не согласен совсем. Во-первых, я не согласен со скрепами. Все Их нет? Вообще их нет, я считаю, да. Общественная мораль – это что-то такое пиарочное, на мой взгляд. Но, с другой стороны, еще раз повторяю, я очень точно понимаю, что с самого начала, и я знаю это по Питеру, мне рассказывали, Путин всегда свою семейную жизнь скрывал. Он брежневский офицер. Вот он всегда ее скрывал. Когда стал президентом, у него стали возможности, тем более стал скрывать. И я с ним еще раз повторяю, я с ним не согласен, я его понимаю, но поскольку я занимался Францией, вот эта гениальная история про президента Миттерана, на похоронах которого появилась 20-летняя его дочь от другой женщины, с которой он не был женат. И вся пресса, оказывается, мои друзья, главные редактора французской газеты, мы знали. Я говорю, этого нигде не было. Я говорю, Пари-матч там, да, там, Фигаро. Там мы все знали его. Мы все знали, что у него вторая семья. Миттеран, Франция. Что у него там дочь там росла, там болела. Все знали. Да чё, они же никак не влияли. Сейчас вышли книга, порекомендую, письма Миттерана к этой женщине. Охренеть. Охренеть, их переписка. Значит, их роман длился 32 года. Он был депутатом, кандидатом в президенты, никем, чем. И знаете, в день, когда он потерпел поражение на президентских выборах, Миттеран, от де Голля в 65-м, от де Голля в 65-м, он ей пишет письмо. Мы опять с тобой встречаемся, вот там, он уже женат, у него свои дети, в таком-то ресторане. Да, ты знаешь, я сегодня проиграл президентские выборы. Открыточка. И охренеть, понимаете? И вот пресса во Франции, и вот ничего. Поэтому пусть прячет. Вот в этом смысле пусть прячет, я искать не буду. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы зарабатываете больше 1 миллиона рублей в месяц? Надо перевести. Я зарабатываю, умножаю меньше. Меньше? Меньше. Почему вы переводили из валюты? Вы сейчас что умножали? Валюта, евро, доллар? Нет, смотрите, курс гуляет, поэтому я всегда считаю в долларах. Долларах? Считаю, но получаю в рублях, конечно. Но больше 500 тысяч? Больше 500 тысяч. Ваш основной доход – это зарплата или дивиденды, которые Мой получаете? основной доход – зарплата. Но у Эхо же есть дивиденды. У Эхо последние 3 года нет дивидендов, последние 3 года мы дефицитны. Ага. Вы не в прибыль. Последние 3 года мы не в прибыли. У вас 18% акций. У меня 18%. Допустим, акций. я захотел их у вас купить. Я пойду к Путину и спрошу, можно ли мне продать. А сколько мне придется кэша принести за них? Сколько они могут стоить сейчас? У вас столько нет. Это называется закрытое акционерное общество, и первое предложение по покупке акций я должен сделать другим акционерам. То есть если вы пришли ко мне и сказали, я хочу за ваши акции, я готов заплатить за ваши акции 5-7 миллионов долларов. Я говорю, окей, это ваше предложение?
с этим предложением я иду к другим акционерам, «Газпрому», Да. «Газпром Медиа», и говорю, вот у меня есть такое предложение, я готов их продать за 5-7 миллионов. Да? И они имеют право первой покупки. Поэтому Но в эти 18% миллионов 5 сейчас и стоит. я думаю, что да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы много лет ходите с охраной. Да. Расскажите, когда вам пришлось ее нанять? А можно я вопросы с безопасности своей семьи обсуждать не буду? Именно потому, что я хожу с охраной. Да, но я хотел узнать только именно, когда вы наняли. Я не хотел спросить. Это, пожалуйста, это была чеченская история, она известна. Это была история с противостояния с Кадыровым по поводу карикатур Мухаммеда, сколько я помню. И поскольку посыпались угрозы, не от Кадырова, а вообще мощные угрозы, нет, даже раньше, за год до того, что там было, я стал ходить с сопровождением, это правда. Был ли хоть какой-то момент, когда вам она пригодилась? Да, и не раз. Расскажите о каком-нибудь из них. Ну, вы понимаете, это же охрана не от киллера, а от хулиганства. Да. Там, плеснуть зеленкой, кислотой, там, в основном, да. Ну вот, как-то они людей таких странных отстраняли, я бы сказал так. Какие-то отличительные особенности этих людей вы видели? То есть это Нет, были... я нет. Но на то ребята и профессионалы. Ага. Я не вижу. То есть кто они? Южане, не южане? Ну, разные. Разные, абсолютно разные. Я сегодня шел к вам, внизу ждал человек, захотел войти в контакт. Ну, его... В офисе «Эхо»? Внизу, нет, на улице. Его не допустили до контакта. Татьяна Фельгенгауэр сейчас ходит тоже с охраной? Еще раз не расслышал. Таня Фельгенгауэр ходит с охраной? Нет, Без нее? без нее. Этот человек пока сидит, пока он под охраной, пока он в тюрьме. Расследование к чему-то привело? Ну, Чем закончилась история, если... история закончилась тем, что объявил президент в самом начале истории о том, что человек признан, вернее, экспертиза проведена, он недееспособный, он не отвечает за то, что он делал, поэтому, скорее всего, он будет направлен на принудительное лечение и может быть выпущен в любой момент, когда он будет признан вылечившимся. И это меня беспокоит гораздо больше всего, чем то, что вы спрашивали обо мне. А беспокоит ли вас то, что, насколько я помню, президент отвечает, вроде бы это было, он Станиславу Кучеру отвечал на этот вопрос, что никакой связи не было с подстрекательством, работой коллег и всего остального? Послушайте, подстрекательство было, это вполне очевидно. Более того, я не смотрел этот сериал «Спящие», мне сказали, что в одной из серий на журналистку либерального издания напал человек с ножом и ранил ее. Это было за месяц до того. Да. Я не могу сказать, что это подстрекательство, это совпадение, это могло там сдетонировать что-то. Но я считал и считаю по-прежнему, и продолжаю это говорить, что эти коллеги, хотя я по этому поводу разговаривал с Олегом Добродеевым, мы тут пересеклись, руководителем Второго канала, с которого, собственно говоря, и шли. Да, только «Спящий» на Первом выходил. Да, нет, про «Спящий» я не смотрел, это мне сегодня просто сказали, я не смотрел. Вот, и я сказал ему, что я считаю, что твои люди занимались прямым подстрекательством. Он сказал, этого не может быть, я разберусь. Я говорю, ты не разберешься. Он говорит, я тебя уверяю, это не на... Ну, разговор был такой, да, но я-то считаю по-другому. Подождите, Добродеев говорил, что я не в курсе, я не смотрел. Нет, он в курсе, он смотрел, он считает подстрекательством это. Он не разделяет мою точку зрения. Вы имеете в виду сюжет про Татьяну Фельгенгауэр, где на 6 минут было минимум 17 неточностей. В том числе и это. Да. Давайте назовем авторов этого сюжета. Господи боже мой, вы думаете, я помню их фамилии? Один из них помню, потому что все очень просто, Алексей Казаков, по-моему, а второй не помню кто, но что самое интересное, один из них, когда Таню ударили ножом, он приехал делать об этом репортаж. И я сказал Олегу, у тебя есть специалист по Татьяне Фельгенгауэр? По каждому моему журналисту у тебя есть специалист. Знаете, медленно мелят мельницы богов. Я запомнил. Я не злопамятный, но злой, и память у меня длинная. Что может быть в вашей мести? Какая месть? Что вы? Просто об этом надо все время рассказывать, чтобы близкие люди этих людей знали, с кем они общаются. С кем?
Ну вот они между собой общаются и натравливают на журналистов, на своих коллег людей. И пусть их семьи про это знают. И они знают. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. У вас когда-нибудь было желание покинуть Россию? Было. Когда? Было. Последний раз? Ну, вот, нет, последний раз. Это было как раз, когда физическая угроза была весьма велика, и, собственно, я и покинул, взяв сына под мышку, когда меня предупредили о так называемом списке Немцова. Позвонил человек, встретился и сказал, есть паспорт, есть, визы какие-нибудь есть? Я говорю, я не помню, у сына. И так взял под мышку, человек знающий. Взял из под ФСБ? мышку, знающий. Взял, у нас много разных организаций, взял подмышку и улетел немедленно. Я говорю, а жена? Он говорит, а жена их не интересует. Женщины их вообще не интересуют. То есть можно не беспокоиться, что женщины трогают, да? Значит, утром взял подмышку, посмотрел, у парня, по-моему, была только английская виза открыта, ему было 15, 14. Взяли, полетели, вот без вещей, не успели ничего собрать, и ходили там, пожили 4 дня, потом нам позвонили, сказали, их взяли. Мы вернулись, потом еще раз, уезжайте, там еще одна банда, улетели. Это когда история была с Ксенией Собчак. Так что было желание покинуть. Их взяли. Очевидно, что бравых кавказских парней, да, которые хотели вас... Мне не докладывали, товарищ генерал мне докладывали. А кто их взял? Ну, то есть сотрудники... Сотрудники правоохранительных органов, да. А они, то есть, отслеживают? Ну, видимо, какой им смысл вас защищать? Ну, я не знаю, может, поручение было. В чем тут смысл? Ну, они по команде. Есть поручение? Есть. Защищают? Нет поручения? Не защищают. У меня до сих пор большой вопрос про камеры с моста, на котором был убит Немцов. Они должны были функционировать, там должны были остаться записи. Я уверен, что там остались записи, там ФСОшные записи, и московские записи, никакой не ТВЦ. Но мы докопаемся. Я докопаюсь, поскольку эта история, она не связана. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Леся Рябцева, объясните, пожалуйста, коротко, что это было? Это был такой юный Юрий Дудь. Это был человек, который вел себя не так, как вели все. Это был человек, как я говорил, из нового будущего. С этим человеком у меня возникло полное понимание, мы работали в тандеме. Она мне очень сильно помогла в момент нашей войны с Михаилом Юрьевичем Лесиным. Этот человек взял и ушел тогда, когда... Он пришел, когда захотел, и ушел, когда захотел. Сейчас другие люди. Может быть, менее заметные, но не менее эффективные. Я бы сказал так. Вы пожалели, что сделали ей предложение или просто согласились на то, чтобы она работала с вами? Нет, конечно. Огромный опыт для всей радиостанции. Огромный опыт вообще для... Если это все обсуждали, значит, это всех задевало. А раз это всех задевало, значит, это полезно. Если человек, извините, прилюдно обосрется, это тоже будут все обсуждать? Я в таких категориях не думаю. То есть вам не кажется, что это было настолько репутационно плохая история? Для кого? Для вас. Для моей репутации? Да. Она незыблема и непоколебима. Уже пора. А как? А что случилось, собственно? Ну, от вас уходили люди, которые давно работали. Да, уходили люди. Да, и я думаю, что они ушли и так, и так. Без Леси Рябцевой. Да, там же, если вы хотите сказать о нашем первом главном редакторе Сергее Корзуне, вы о нем как Путин о Навальном, вы не говорите фамилию. Это такая заразная такая история, не говорить фамилию, такие Волдеморты. Так вот, конечно, противоречия накапливались давно. Конечно, Сергей бы, или я ушел, кто-то из нас ушел бы с радиостанции, безусловно. В конечном итоге. Ушел он. Ну да. Уходят люди, они сейчас уходят, а Леси нет давно. Леся ушла сама. Сама ушла, тоже ушла. И тоже жалею, и Корзуна жалею. А, вы жалеете, что Леся ушла? Конечно. Ну, смотрите, после ухода сразу же она стала героиней большого фильма. По-моему, это было в ходе ухода. В ходе ухода. Я бы сказал так, она еще даже не уволилась к тому времени. Ну да, такое 20-минутное говнокино по НТВ, в котором она... в том числе говорила о вас, в том числе довольно нелицеприятно. Вас, то есть это тоже не повод считать, что, в общем, вся эта история была довольно провальная. С вашей стороны, как человека, который на нее наработал. Эта история точно не была провальной. Она оставила хорошие
как и плохие, впрочем, как у любого человека, куски в истории эхо. Я вот буквально неделю тому назад в Лондоне об этом разговаривал с Акуниным. Как известно, Борис Акунин был одним из тех, кто покинул сайт радиостанции. Он отказался писать, да, чтобы вы перепощивали его заметки. Да, сейчас все вернулось уже на место. И мы с ним объяснялись, и мы с ним очень долго говорили, и он мне объяснял про стилистику. Да? А я про эффективность, а он про стилистику, что он не может вот стилистически, а я вот... И мы очень по-человечески... И если бы не было Леси, у меня бы с Акуниным никогда бы не было такого разговора. Угу. Я получил истинное интеллектуальное наслаждение от разговора с Акуниным про эту историю. Ну, не про Лесю, а про эту историю. А она была вашей любовницей? Нет, мы с ней не спали. Хотя бы разок? Мы с ней не спали. Ну, хотя бы чуть-чуть? Удалось. Нет. Вы хотели? Нет, не мой вкус. Не ваш вкус? Не мой вкус. А что там не так? А что ну, я не знаю, не мой вкус. Как вы, женщина, вот не мой вкус. И вообще, если говорить о работе, я спал только с одной женщиной, сразу вам отвечу, которая впоследствии стала моей женой. Это служебный роман. Вы приходили в гости к украинскому журналисту Дмитрию Гордону в 2014 году. Верно. И рассказали, что когда в 22 года пришли учителем в школу, у вас были романы со старшеклассницами. В том числе, не в том числе, а со старшеклассницами. С продолжением, как всегда деликатно спросил вас Гордон, нет. Очень неуверенно ответили вы. Давайте сейчас. Прошло 4 года. С тех пор, когда вам было 22, прошло почти полвека. Да. Вы же соврали? Где, в каком виде? В ответе Гордона. Нет, я не соврал. Я мог сказать это с сожалением. На самом деле, когда я пришел в школу, у меня действительно были романы со старшеклассницами, которые не заканчивались физической близостью. Что такое роман со старшеклассницей не заканчивается? Просто свидание, вы не можете себе это представить. Я не могу. Ну вот, а я могу. Я был очень осторожным парнем. Я висел на волоске, потому что я еврей. Молодой учитель, за которым следят внимательно женщины, которые давно работают в школе, ревниво следят. Ревниво следят. Я очень точно понимал, как себя вести. И даже мои романы, реально романы, они, в общем, как правило, случались, когда человек уже уходил из школы или был на выходе. Но, повторяю, я точно понимал, что может случиться. Я был большим фанатом фильма, он назывался «Профессиональный риск». Это фильм 1967 года с Брелем, французский, где школьного учителя в провинции во Франции 3 девочки обвинили в том, что они с ним спали. И я помню в институте, когда я учился в институте, еще не придя в школе, нам наш преподаватель школьной психологии, есть такой предмет был, рассказывал о том, почему этот фильм надо смотреть, пересматривать, и какие угрозы это вам несет. Поэтому могу вас успокоить. Но можете найти кого-нибудь, я посмотрю. Хотя сейчас могут объявить, что я спал со всеми подряд, судя по последним всплескам в нашем обществе. Но нет, я должен вам сказать, что нет. А с бывшими своими школьницами, да, потом бывало. Это правда. Мы продолжали общаться, дружить, и иногда дружба перетекала в чувства, а потом умирала. Сейчас у вас помощница тоже молодая девушка. Их 3. Их три? Ну, а почему сейчас кивает головой только Екатерина? Просто гораздо более... Молодая, говорит она. Не молодая, но... Окей. С высоты моего возраста все молодые. Не молодая девушка, которая выглядит молодо. И у меня вопрос, а вот в чем этот фетиш всегда иметь молоденькую, сексапильную? Они оттеняют мою чудовищность. Это все называется в проекте «Красавица и чудовище». Всегда. И поэтому, помимо того, что они очень профессиональные барышни, реально профессиональные барышни, во всех поездках, во всех выездах, во всех моих выходах, я действительно всегда прихожу с одной из молодых и красивых девушек, и я понимаю, что это спектакль. Так же, как клетчатая рубашка или жилетка. Это часть образа. И она очень работает. Например, мне иногда неудобно солидному, седовласому, старцу, можно сказать, что-то сделать, а им подойти к важному человеку и взять визитку и попросить: напишите мобильный, пожалуйста. Откуда у нас мобильные? Это моих помощниц. Они же им дают мобильные, не мне же. Вот, например. Так что я вам часть тайны открываю. И, конечно, это мне радует глаз, естественно, мне приятно. И потом они умненькие.
Они же не дурочки. То есть кому-то котлы за 37 мультов, а кому-то молоденькая, красивая помощница. Молоденькие, красивые помощницы. Вайнштейн, Слуцкий. Вы сказали, что будете мочить Слуцкого за... Я буду мочить Слуцкого совсем не за то, о чем вы подумали. Я буду мочить Слуцкого, Леонида Эдуардовича, который мой хороший знакомец, Да. с которым, извините, мы приятельствовали, за то, что он себе позволил после того, как его анонимно сначала обвинили вот в приставаниях, он позволил себе в Фейсбуке глумить над теми, кто считал себя его жертвами. Вот это просто нет. Вот если ты понял, что ты хотел как бы хорошо, а оказывается, ты превратил человека в жертву, извинись, блин. Извинись публично и перед всеми. Сразу же. Вместо этого в своем... Я человек не фейсбучный, у меня ничего нет. Мне прислали, вот твой приятель, смотри. Я взбеленился так, да? Я помню, вы про те скрины, где они обсуждали с другими людьми, что... Совершенно да, верно. Там фраза «Извинись, «обсудим». да, ты хотел, может быть, хорошего». До кого должна дойти информация, чтобы человек, наверху я имею в виду, чтобы человек был из Госдумы за всю эту дичь выдворен? Я не знаю, я думаю, что президент в курсе. Ну и почему он не примет меры? Потому что не своевременно. Он вообще не торопится, он вообще не торопливый. Но я еще раз повторяю, да, Он что кумир всех русских женщин. это правда. Ну так и почему он за них не вступится? И насколько я знаю, насколько я видел, и насколько я знаю, он к женщинам относится, слово еще, с уважением. Окей. С уважением. Где действие? Как это подтвердить? А вдруг его оговорили? Запись диктофонная. Нет, а вдруг... ему Запись. ему прям принесли запись. А что там в записи такое? А что там... Я, кстати, запись еще не прослушал, я просто не успел за всем этим. Будет твоим мужем, а ты моей любовницей. Да? Пошутил. Окей. Не, я просто представляю себе объяснение. Но при этом я хочу сказать, да, что эта история на этом не закончится. И там уже главное не Слуцкий, а Володин. На самом деле. За фразу. Слуцкий хоть... Ой, извини. Это его не прощает. Ну вот все-таки извинился. Вот, вместо того, чтобы делать это сразу, вот оно вот это все. И, кстати, когда вот первая, кто вскрылась, это была Катя Катрикадзе, собственно, это было практически на моих глазах. Потому что я как раз был там, в Вашингтоне, потом в Нью-Йорке, и она мне пишет, я сейчас в Телеграм, я сейчас скажу, что он ко мне приставал, а я уехал в Нью-Йорк 7 лет тому назад. К сожалению, связь была дурная, поезд Вашингтон-Нью-Йорк, такие вещи важны. И я не увидел сразу, она не выскочила у меня. Я ей пишу, не надо, к тебе прилипнет. А она уже выступила. И на утро она приехала завтракать, и мы с ней завтракаем, говорю, а теперь мне объясни, я должен понять, почему, что тебя выбесило. И она мне показывает вот это. Говорит, да хрен с ним 7 лет тому назад. Я помню это и ношу в себе, говорит Катя. Я просто к нему не подхожу, хотя я журналист. Но когда вот это вот в Фейсбуке, вот он говорит, это я ему простить не могу. Я говорю, все, я тебя поддерживаю полностью, я сам скажу это. Я сам это скажу. Юрий будет дуть будет Юрий. Вы можете себе представить без «Эхо Москвы»? Без вот этой руководящей должности на «Эхе». Кем вы себя можете представить? Я издатель исторического журнала «Дилетант». Я сейчас целиком в «Дилетанте». Представить, то есть если у вас не будет этой работы, вы без движухи, без экономического форума, без вот этой вот рыжей помощницы... А куда она денется? Она останется, А куда они все денутся? Как чисто за 37. Они все. Да. Что же это? Вы завидуете, я чувствую. Юр, вы позавидовали. У меня вообще нет часов. Я могу себе представить без «Эхо Москвы», потому что на «Эхо Москвы» выросли люди, которые дальше готовы вести этот вот корабль. Но я не хочу быть дезертиром. Непростое время для «Эхо Москвы». Назовите 3 людей, 3 человек, которые могли... Кто-то из них мог бы справиться с должностью главреда и вообще главного босса «Эхо Москвы». Сейчас? Да. Сейчас никто. Иначе бы я ушел. Но имеет ли это потенциал? Я присматриваюсь. Фавориты гонки? Люди готовятся. Фавориты гонки Таня Фельгенгауэр и Алексей Соломин. Долгие годы складывается впечатление, для чего нужен... Почему не закрывает «Эхо» и для чего нужен Алексей Венедиктов? Я великий коммуникатор. Я соединяю всех со всеми. Я для этого всем нужен. Я занимаюсь ровно коммуникациями.
А я слышал, не знаю, насколько это прям история, которая была, или она просто такое собрание разных легенд в одну. Вот приезжает Владимир Путин куда-нибудь в Западную Европу или в Соединенные Штаты, и там некий сейшн с журналистами, некое собрание, и кто-то в очередной раз встает и говорит: Владимир Путин, у вас ни свободы слова, ничего нет в стране, вы тиран. Он говорит: как нет свободы слова? У нас есть «Эхо Москвы», там меня из всех орудий лупят и все мое окружение. Алексей Алексеевич, встаньте, пожалуйста. Вы можете это делать? Вы встаете и говорите: да, конечно, мы все что угодно можем делать. И вот именно для этого и нужен Алексей Венедиктов, «Эхо Москвы». Ну, это вопрос к Путину. Сколько правды в этом? То, что именно для Я вам таких... сказал, когда я говорил о том, почему сохраняется «Эхо Москвы», одна из причин — это витрина. Вот вы сейчас описали витрину. Но есть и другая история. Я точно знаю, что определенные новости он узнает от нас. Не значит, что он нас слушает, хотя я знаю, что иногда слушает. Приносит, читает. А мы являемся для него альтернативным, и не только для него, мы не делаем для него отдельную программу, альтернативным источником информации, где он говорит иногда, как мне говорят: слушайте, а вы вот это вот знаете? А что, «Эхо» об этом говорит, а вы это не знаете? Они врут? Они не врут? Они не врут, а? Почему мне это не доложили? То есть мы еще элемент информационной картины мира. Маленький элемент, крошечный. Но он его вытягивает. История с псковскими десантниками — это про это. Которые погибли на Украине, и чьи могилы стали сражены. Он узнал об этом из «Эха». И что? Их похоронили с почестями? Их больше признали героями? Нет, больше не срывают могилы. Больше могилы людей, которые погибли, не срывают. Для семей это важно. А мы для семей. Признать их... Слушайте, у нас был разговор, и я напоминал про Афган, я говорил о том, что при всех, о том, что у меня были ученики, когда я был классным руководителем, ученики-выпускники, 2 гроба пришло из Афгана. Я говорил, что да, война была несправедливая, их туда послали, но их награждают. Это неправильно. Если уж их туда послали, то высокая политика здесь ни при чем. Это неправильно. Да. Но сейчас, как вы знаете, другая история. Покупают молчание семей, платят большие пенсии. Говорят: не вернешь Какие? уже Васю. Вася, не знаю, ну для этих людей из провинции это большие деньги. Ну, Васю не вернешь, а вот детей надо поднимать, давайте. И семьи говорят, и кто бросит в них камень? Вдова, мать, да, там осталось 3 малолеток, но вот тогда их возьмут туда, им будут платить стипендию, но Васю не вернешь. Но тогда, какая разница, где он погиб? Я сам разговаривал с этими женщинами. Я ничего не могу сделать. Они вот так говорят: ну да, ты будешь содержать наших детей. А нам тут дают возможность, Олечке в институт на бесплатное, да, а сколько это нам стоило? Кто бросит в них камень? Это такая политика, и совмещающаяся с таким пониманием. Не только политика, но и понимание. Юрий будет дуть будет Юрий. В разговоре со своими друзьями, у которых там есть какое-то количество денег и возможностей, от многих я слышу, что в ближайшие 6 лет, скорее всего, случится пиздец какой-нибудь. Революция, что-нибудь еще. И, в общем-то, ловить в России нечего в ближайшие 6 лет. Я, как и полагается, наивно доказываю им, что нифига, надо, в общем, до первого воронка хотя бы во дворе дотерпеть и все остальное. Как на ваш взгляд? У каждого свое понимание о пиздеце. Революция. Революция. Кровь. Когда вот в Москве просто будет какое-то количество людей резать друг друга по политическим убеждениям. В Москве в 93-м году я это уже переживал. И я здесь, уже прошло 25 лет. И я здесь, я никуда не уезжал. И если будет революция, придется через нее пройти. Придется выбрать там свое место. В контрреволюции, например. Или в революции. Или как этот самый пингвин, который прячет тело Хиллая в утесах, сесть и закрыться. Придется, 146 миллионов не уедет. Или сколько нас там, да? А это наша страна, почему мы должны им ее отдавать? Кому им? Им, другим, тем, которые. Каким-то им. Песковым? Любым им. Я думаю, что мы будем на одной стороне. С Песковым? Да. А сейчас? Вы же тоже на одной стороне? А сейчас нет сторон. Разве? Абсолютно. Нет никаких. У меня нет стороны, во всяком случае. Юрий будет дуть будет Юрий. Блиц. В обмен на что вы готовы стричь свои кудри? На спор. На спор? Если о чем-то спорить серьезно.
Я, кстати, однажды проспорил семикласснику, сбрил бороду. Когда пришел в школу работать, на 3-й год работы, я не помню, о чем поспорили. Он сказал, ну вот если я выиграю, вы сбреете бороду, Алексей Алексеевич, молодой учитель, да, семиклассник. А у вас она прям была? Ну, она была побольше немножко, я тогда был, да? Есть фотографии. И я проиграл, и пришел. Народ бегал с криком «Веник сбрил». Бонифаций меня звали. Бонифаций. А Бонифаций сбрил бороду. Школа ходила на ушах, понимаете? Никто в этот день не учился. А что удивительно? Это «Каникулы Бонифация» мультфильм. Нет, это удивительно, оттуда. почему звали, конечно, понятно. Ну, по мультфильму, да. Самое красивое место на Земле, где вы бывали? Мон-Сан-Мишель. Где-то? Это остров Нормандии у берегов Франции. Величайший человек, живущий в данный момент на Земле? Ну, это, наверное, я, это очевидно что-то. А после вас? Мой сын, наверное. Величайший человек, живший когда-либо? Черчилль. Из тех, кого я как бы... Почему? Вы знаете, это очень интересно, потому что Черчилль — это человек, который боролся сам с собой и побеждал сам себя. Это фантастическое. Из того, что мы видим, из того, что мы читаем в его мемуарах и в его письмах, я бы сказал, видно, как человек себя преодолевал. Вот он делал, вот ему там Советский Союз — это исчадие ада, но он заключает альянс. Там вот эта реформа не должна, вот он это делает. Индия — это не страна, не государство, а территория, но он это делает. Он все время себя перебарывал и побеждал. И это, конечно, фантастически, когда человек борется с собой, со своим воспитанием, со своими навыками для того, чтобы достичь эффекта. Фантастический человек. Хочу подражать. Пока не получается. Самый крутой журналист, которого когда-либо видели или с которым работали? Фу, самый крутой журналист. Я могу сказать, что это я, конечно, но это была бы неправда. Вы знаете, наверное, я назову. Этот человек — это самый крутой интервьюер письменный. Это Ванденко, который раньше работал в московском «Комсомольце», теперь в ТАССе. Он абсолютно крутой. А последнее открытие, я уж тогда позволю себе сказать, это вдруг неожиданно для меня пошли какие-то фантастические интервью Кати Гордеевой. Да? Никогда бы не подумал. Светлана Бодрова первое интервью после смерти мужа дала. Именно Кате. это интервью меня и зацепило. 3 лучших русских журналиста прямо сейчас. Русскоязычных, пардон. Если говорить об интервьюерах, да. Вообще. Ну, я думаю, что, безусловно, это Познер, это Ургант, это я. Грудь или попа? Попа. Гнойный или оксимирон? Это очень смешно, но я не слышал ничего ни от одного и другого, я только читал про это, поэтому как сказать, семантический оксимирон. Нет, я варвар дикий, я знаю, мне все ребенок объяснял. Я дикий и варвар. Оксимирон по семантическому названию. Просто более ироничное самоназвание. Ельцин или Путин? Ельцин. Почему? Дед был велик, тем, что тоже часто переступал через себя. Была история, когда при мне, когда пришел его генерального прокурора запрещать телевизионную программу «Куклы». Какой? Скуратов? Ильюшенко его звали, исполняющий обязанности Алексей Ильюшенко. Он пришел, и, значит, Ельцину говорит, а я там тоже сидел, там сидел несколько журналистов, и Ельцин посмотрел на нас так. А у него был такой волчий, такой, я бы сказал, даже медвежий, тяжелый, здоровый мужик, такой сверх. И сказал ему: «Я терплю, и вы терпите». Понимаете? А ему эти куклы вот здесь, вот здесь. Он член ЦК. Как-то они осмеивают, дочку осмеивают. Да как это? Да я бы разорвал бы. Я бы как Путин разорвал бы. А Борис Николаевич оказался выше. Путин или Навальный? Похоже. Нет, Навальный, потому что это новое. Соловьев или Киселев? Оба два. И всех в один мешок, и в Неву. Французские девушки или русские девушки? Русские девушки, конечно. Кто умнее, вы или Анатолий Вассерман? Я, конечно. Когда у вас был последний секс? 3 часа назад? Дня. Оказавшись перед Путиным в следующий раз, что вы ему скажете? Я его спрашиваю. Скажу: Владимир Владимирович, вот вам это зачем? Конкурс. Вы что-то принесли. Это большой ланнистеровский стяг, который вывешивается. История такая. У меня всегда были старки, всегда были волки. Ага. И когда, наконец, мой ребенок то ли прочитал, то ли посмотрел, сказал: папа, ты сдурел?
Ты охренел? Старки лузеры. Они все просрали, сказал ребенок. Вот Ланнистеры — это мы, Ланнистеры — это семья. Семья платит долги, семья это все. Пришлось поменять. И вот эта штука несколько лет висела у меня в кабинете. Я ее сегодня снял, чтобы вы понимали, что это она подлинная. Это очень круто. И решил, вот, Ланнистер. А эта штука будет висеть в кабинете, дома, на воротах, на сарае, не знаю, на чем угодно еще, того человека, который победит в нашем конкурсе, который, как всегда, прост. Вы сказали, что Владимир Путин трижды отмазывал вас от увольнения, ну, Да. или там, это разрушение «Эхо Москвы». Да. Но рано или поздно вас все равно кто-то уволит. Ну, кто-нибудь, да. Но, может быть, он уволен. Господь, я имею в виду. Да, кто-то уволит, и может, не придумайте, чем после увольнения, скорого или не очень скорого, Алексею Венедиктову надо заниматься. Самая неожиданная, но при этом реалистичная работа или занятие, может быть, это не будет связано с зарабатыванием денег, получит вот этот приз. Спасибо большое. Спасибо, Юрий. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Итоги конкурса. Друзья, мы тоже думали, что не дождемся, но дождались. Раздаем подарочки. Ройзман. Нужно было придумать панч на Гнойного, который так не понравился мэру Екатеринбурга. Там было много стихов, причем стихов довольно-таки прикольных, но мы выбрали победителем Диму Бурштейна. Очень простой панч. Лучше я буду мэром моего города, чем стану подстилкой Филиппа Киркорова. Славон, не обижайся. Невзоров. Нужно было оскорбить Александра Невзорова. Александр Махонин. Как можно оскорблять Александра Глебовича? Я молюсь за него каждый день. Продающее видео от Magic Royce. Что бы ни говорил Невзоров, все равно складывается ощущение, что он в душе светлый, приятный христианин. Поперечный. Нужно было придумать продолжение фразы. Заходит как-то Виталий Милонов и Данила Поперечный в клуб и говорят: побеждает Твитчер. Заходит как-то Поперечный и Милонов в клуб. Грустный Милонов кладет руку на плечо Поперечному. Данька, сегодня ты плачешь. Я куда-то проебал свой кошелек. Семен Слепаков. Нужно было придумать героев для нашей Раши. Михаил Лаврентьев предложил персонаж учителя обычной средней школы, который в перерывах между уроками, в соответствии с напутствием Д.А. Медведева, пытается заняться малым бизнесом. И не очень получается. Артем Комаров. Самый добрый на свете коллектор, который отчаянно пытается, но не может выбить из должников деньги. Мешают хорошие манеры. Ну и персонаж, советский ученый, который заперся в бункере во время Холодной войны и до сих пор сидит там. Лебедев. Нужно было придумать, что поставить вместо мавзолея на Красной площади. Это кусок тяжелой хуеты. По-моему, самая красивая версия от Януш Польский. Вместо мавзолея нужно поставить большое красивое зеркало, чтобы каждый мог подойти и увидеть человека, который действительно виноват во всех своих бедах. Вот эта рельсовая херовина достается автору этой версии. Грудинин. Нужно было рассказать про локального героя, человека, который в своем регионе что-то делает. Мы в итоге выбрали то, что нам предложил Беверли Книлс. Он предложил очень известную историю, но так или иначе я допускаю то, что кто-то из вас может ее не знать. Сергей Сотников. Поселение Ижма. Он в одиночку 12 лет следил за закрытой посадочной полосой и в итоге спас 81 человека при аварийной посадке Ту-154 в 2010 году. В воздухе с ним стало что-то не то происходить, и некуда было садить самолет. В общем, чистил ее, просто исполняя свою работу, потому что он остался единственным сотрудником аэропорта. И это пригодилось, и выжили люди. Невероятная история, про нее куча снято фильмов, телепередач, но так или иначе, раз хотя бы кто-то никогда об этом не слышал, ничего не мешает это подсветить. Самовар достается Беверли Книлсу, который нам эту историю рассказал. Все. Юрий